Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами ознакомимся с танковыми беретами Германии и узнаем, почему же в итоге они от них отказались. Наверняка при просмотре множества художественных фильмов и кинохроники тех лет вы замечали, что немецкие танкисты не носили характерных для наших войск шлемофонов. Действительно, шлемофонов у немецких танкистов не было. Изначально немецкие танкисты носили специальный танковый берет, который был принят в 1934 году, когда бронетанковые войска Германии лишь зарождались. Примечательно то, что униформа была принята еще до того момента, когда была создана первая танковая дивизия Вермахта, а это случилось лишь в октябре 1935 года. Свой берет немцы изготавливали из очень даже добротного черного шерстяного сукна, а внутри был специальный каркас, который состоял из войлочных подушек, чтобы беречь голову немецких танкистов, особенно в первых маленьких танках, вроде Т-1 и Т-2. И вот казалось бы, почему не остановиться на таком варианте? Но военный прогресс забраковал береты. Возникает вопрос, почему? Все дело в том, что в немецкой армии, как и в другой передовой армии того времени, радиосвязь была одним из самых важных условий ведения грамотных боевых операций. И вот наушники, которые подключались к радиоаппаратуре в танке, совершенно не хотели сидеть на громоздких беретах, пускай и достаточно самобытных. Пришлось искать замену, причем в быстром порядке, потому что польскую и французские компании немецкие танкисты прошли с беретами, а вот восточные, Югославия и Советский Союз должны были начать с удобными пилотками. В январе 1941 года немцы снимают береты с производства и начинают штамповать танковые пилотки. Тут немцы решили не изобретать велосипед и взяли стандартную пилотку Вермахта и изменили материал на темное сукно, а также добавили опознавательные знаки: круглая кокарда, потом так называемый угол розового цвета и орел, как национальный символ того времени. Однако изжить береты сразу не удалось, и некоторые танкисты начали поход против Советского Союза именно в них. Впрочем, со временем все перешли на пилотки. Так вот, почему же немецкие танкисты не создали аналог шлемофона? На самом деле ответ очень прост. Потому что их пилотки тоже были довольно удобными, а за счет просторного отделения в танке головой бились не так часто, как, например, советские танкисты в тесном отделении Т-34. В итоге немецкая танковая пилотка оказалась вполне нормальным и самобытным вариантом головного убора. Удобная, прочная, и никто из немецких танкистов на них не жаловался. По крайней мере, в своих мемуарах. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.